Здравствуйте, с вами Анастасия на канале Еда на любой вкус. На этот раз мы с вами приготовим быстрое мягкое тесто без дрожжей для пирожков. Пирожки будут с картофелем. Начинка не совсем классическая, но обо всем по порядку. Начинаем с начинки, так как тесто готовится быстрее. Картофель необходимо сварить до готовности без соли, понадобится 1 килограмм. И теперь уже по вкусу можно посолить, поперчить и растолочь в пюре вместе с кусочком сливочного масла. Масло беру 35-40 грамм. Пюре готово, распределим его ближе к стенкам посуды. Пусть немного остынет. За это время 60 граммов зеленого лука нарезаем мелко. Дополнительно ничего обжаривать не будем, так как пирожки будут и так жареные. Еще по желанию, для придания вкуса картофелю, в начинку натираем на крупной терке немного сыра. Около 100 граммов будет достаточно для 1 килограмма картофеля. В немного остывший картофель все это добавляем. Таким образом, сыр у нас не расплавится в начинке, а будет плавиться уже в пирожках на сковороде. Оставляем теперь начинку полностью остывать. Приступаем к тесту для пирожков. В миску выливаем 350 мл кефира. Кефир у меня 2,5% жирности. Добавляем к нему сметану 15% в количестве 250 грамм. Сметана сделает тесто более нежным. Это особенно важно после остывания пирожков, так как обычно кефирное тесто не такое вкусное на второй и третий день. И сметана эту ситуацию полностью изменит. Разбиваем 1 яйцо. Высыпаем по 5 граммов соли и сахара, тщательно перемешиваем. Добавим часть муки и вместе с ней 9 граммов соды. Это чайная ложка без горки, смотрите, не переборщите. Если переборщить с содой, то ее вкус, конечно же, вы будете чувствовать. Но если положенное количество добавить, то никакого привкуса никто не почувствует. Перемешали, вливаем 50 мл или 30 граммов растительного масла. Почему в граммах меньше? Потому что растительное масло в теплом состоянии гораздо легче, если сравнивать с тем, что из холодильника. Остальную муку добавляем очень аккуратно, так как сама мука может быть другой плотности. И, конечно же, густота кефира и сметаны полностью влияет на густоту теста. Тесто стало гуще, остатки муки можно подмешивать руками. Всего муки я добавила 760 грамм. Лишнюю просто убираю в сторону. Как же понять, что муки достаточно? Все просто. Тесто должно слегка быть липким и при этом не расплываться в стороны, то есть держит форму. Кефирному тесту свойственно прилипать, поэтому легко с мукой переборщить. Ну и чем плотнее тесто, тем менее вкусные пирожки. Смазываем тесто маслом растительным сверху. Помещаем его в миску и оставляем при комнатной температуре минимум на 15-20 минут. За это время его структура станет гладкой, так как клейковина набухнет, и, конечно же, сода начнет свой процесс. Руки смазываем слегка растительным маслом. Не стоит использовать при лепке пирожков муку, так как дополнительная мука просто утяжеляет тесто, да и гореть будет на сковороде при жарке. Посмотрите, как изменилось само тесто. Мягкое, однородное, гладкое. Теперь будем отщипывать кусочки и сразу лепить пирожки. Захотелось мне, конечно, сегодня их сделать большими, как на вокзале раньше продавали, или на рынке. Поэтому делю на кусочки размером с теннисный мячик. Весом они выходят 80-90 грамм. Пока разделяю одну часть теста, смазываю руки
только при необходимости. Можно также смазать немного стол. И лепим, растягивая тесто, пирожок. В центр кладем столовую ложку с щедрой горкой начинки, так как пирожки не маленькие. Тщательно соединяем шов, и здесь обязательно внимание. Если масло попадет в этот шов, то он просто раскроется. Налепим 5-6 штук и начнем жарить. Остальные будем лепить в процессе. И таким образом получится 17-18 штук. Пока кладем пирожки на смазанную маслом поверхность. Еще слегка придавим, делая пирожок более плоским. Пирожки опускаем сначала швом в масло. Мы их сделали не такими толстыми, поэтому расход масла, конечно, меньше. Опускаем пирожки, и лучше их сразу перевернуть, чтобы не испортить вид очень большими пузырями, которые могут образоваться на еще мягкой стороне пирожка. Жарить такие пирожки одно удовольствие, тесто совершенно не горит, хотя нагрев большой. Поэтому они и обжариваются быстро, масло впитывают меньше. Пирожки пышнее даже стали. Пирожки можно подготовить пышными и уже только перед самой жаркой раздавить, делая тоньше. Достаем их на бумажные салфетки, чтобы впиталось в бумагу лишнее масло от жарки. Слышите, как они хрустят? Вышло 17 больших, вкусных, пышных жареных пирожков с картофелем. Покажу вам два их состояния. Такие они будут сразу, и это понятно. Хрустят, еще горячие. Заметно тянется в некоторых местах сыр. И после остывания они будут разламываться легко. Начинка тоже мягкая, с картофельно-сырным вкусом. Благодаря сметане бездрожжевое тесто на кефире намного нежнее и не резиновое. Вкусное на второй и третий день. Попробуйте обязательно, буду рада. Ставьте нравится, делитесь видео с друзьями, жду ваши комментарии. Пока!